Добрый день. Меня зовут Ольга Кровентьева, и я занимаюсь криптовалютой. Я зарабатываю в криптовалюте. Итак, давайте знакомиться. Кто и чем я занимаюсь? Как я уже сказала, меня зовут Ольга Провентьева, и я просто пенсионерка, которая 3 года назад круто изменила свою жизнь и ворвалась в новый бизнес, который не требует ни больших капиталов на старте, ни офисов, ни сотрудников и вообще ничего, кроме свободного времени и ноутбука. Вы даже представить себе не можете, как я боялась это начинать. Как я покупала свой первый кусочек биткоина всего на 500 рублей. Это $5, а мне было очень страшно. Мне не было страшно потерять $5, мне было страшно потерять свою веру в волшебную магию неизвестной мне области деятельности. Я страшно боялась, что вот сейчас нажму кнопочку «Купить», и у меня с банковской карточки спишутся деньги, а в обмен я не получу никакого биткоина. И это станет еще одним разочарованием в моей жизни. А когда все прошло прекрасно, я увидела на своем кошельке 0,1 часть биткоина. Я была буквально в восторге от самой себя. Начало было положено. И начала я, страшно представить, инвестировать в криптовалюту. Я понаделала кучу ошибок. Вот, например, сейчас буквально покажу мой первый портфель для инвестирования. Сейчас я вам его покажу. Сейчас открою. Минуточку. Сейчас я его открою. Итак, сейчас я его буду. Вот, я открыла. Это мой первый инвестиционный портфель. Вот если вы посмотрите, тут вообще минус 13%. Ну так-то, если разобраться. Здесь есть монеты, вот смотрите, вниз, смотрите, мой первый портфель, буквально показываю, какой он привлекал. В нем есть монеты, в которые я инвестировала в надежде на то, что они вырастут, а они упали и уже вряд ли когда-нибудь поднимутся. Я их уже списала как плату за обучение. Такое самообразование. Нет, есть, конечно, и другой портфель. Есть другой портфель, безусловно. Сейчас я вам его покажу. Есть и другой портфель. Собственно говоря, main портфолио, где у меня основной биткоин, и там, в общем-то, серьезный прирост идет в криптовалюте. Но, давайте, да, конечно, вот, например, такие фундаментальные активы, как биткоин и эфир, я их покупала лесенкой постепенно. И вот биткоин-то как раз, и вот за 3 года эти фундаментальные активы, и этот портфель, он вырос практически в 3,5 раза. По сути, это сотни процентов годовых, это если считать в долларах, это очень неплохой результат. Но пришлось ждать долгих 3 года, чтобы получить доход. И что делать каждый день? Я стала задумываться о том, как зарабатывать на крипте и получать доход каждый месяц, каждую неделю, каждый день. Я перелопатила кучу стратегий. Я даже поизучала трейдинг, ребят. И отказалась от этого способа заработка. И почему? Ну, потому что в трейдинге велик риск потерять деньги. А не забывайте, я их не хочу терять. Я вам уже сказала, я пенсионерка, мне 60 лет. То вам не шуточки тут. Так вот, в трейдинге очень великий риск потерять. Рано или поздно их теряют практически все. По статистике, а статистика вещь прямая, только 3% трейдеры успешные, а остальные периодически лишаются всех своих денег. А мне нужна была стратегия, в которой я точно не потеряю свои деньги. Я человек осторожный, да и денег у меня не так, чтобы очень много, и мне их жалко терять. И вот к концу 2 года в крипте я наконец нашла то, что приносит деньги каждый день. И при этом их практически невозможно потерять. Но, понимаете, конечно, всегда есть риски. Я сейчас, наверное, слукавлюсь, скажу, что нет, вообще никогда, ни за что. Нет, их можно потерять. Такие риски, такая опасность есть. Но она из разряда
С чем вы Ну, например, если вы оставите ключик от сейфа в почтовом ящике и напишите на нем трогательную записочку, предназначенную для своего супруга. Там будет написано, прямо на ящичек прикольте: «Дорогой, я сюда бросила ключик от квартиры из сейфа, чтобы ты не стоял и не ждал меня под дверью». Вот здесь точно большая вероятность, что мимо проходящий, не совсем близкий вам человек возьмет ключик, все откроет и вынесет ваши кровные денежки. И вот если этого не делать, то ваши денежки в полной безопасности. Никто не придет, никто не заберет, никто не заблокирует, и никакого шанса, что что-то там внутри вашего родного кошелька сломается, обанкротится и так далее. Так что же именно я делаю? Ну, если рассказывать, лучше показывать, то я даю свою криптовалюту в долг. Сейчас покажу как. И вот оно. Вот сейчас перед вами сайт. Нет, я не на этом сайте зарабатываю, на нем вообще никто ничего не может заработать. Это сайт, где представлены та область деятельности в криптовалюте, которой я и занимаюсь. Называется она DeFi – децентрализованные финансы. И в этих децентрализованных финансах столько всего. Даже себе не представляете: лендинг, стейкинг, DEX, децентрализованные биржи и их себе даже не представить, какое огромное количество. Вот мы на DEX зашли, вот здесь вот Uniswap, Curve, PancakeSwap, RadioMap, то есть их настолько много, что и бирж, и протоколов DeFi, и каждый из них способен приносить и зарабатывать деньги. Так что делаю я? Я даю в долг свою криптовалюту. Если очень грубо описывать то, что я делаю, это, я даю в долг. Вот так. Вот такая я старуха-проценщица. Если так уж разбираться. Итак, да, а если по-серьезному, то я размещаю свою криптовалюту на децентрализованных биржах, где другие криптоны покупают, продают, обменивают свою криптовалюту. И каждый раз, когда они производят вот такие обменные операции, они платят комиссию, буквально по аналогии с банками. Но если вы что-то покупаете в банке, банк же за все берет комиссии. Их, может быть, не вы платите, но поставщик, условно говоря, пришли вы в магазин, купили хлебушек, прокатали свою карточку, но вот там на том конце те, кто продает хлебушек, они получили, не все ваши денежки, они получили за минусом вот этих вот процентов. Так вот, когда производятся эти операции, вот эти комиссии, которые снимаются, банк забирает себе. А на децентрализованных биржах эти комиссии распределяются между провайдерами, поставщиками ликвидности. Вот они, те самые децентрализованные биржи. Вот смотрите, здесь я вам их показываю. Их очень-очень много. И везде можно работать. Так вот, естественно, на этих децентрализованных биржах приходят люди, которые покупают криптовалюту, продают, обменивают, и каждый раз они что делают? Они платят комиссии. Так вот, эти комиссии биржа вот этими процентами делится со мной со всех транзакций. Буквально со всех транзакций. Хотите посмотреть, какие бывают проценты у биржи? Сейчас я вам покажу. Я просто переключусь на вот эту. Видите, вот здесь самая большая, крупная биржа Uniswap. Вот мы сюда перешли. И это интерфейс биржи Uniswap. А вот теперь смотрите. Видите, это криптовалюта Ethereum и USDC, stablecoin. Вы видите, какой процент годовых? 110% годовых можно зарабатывать, если вы предоставляете ликвидность в этот пул, чтобы другие покупали. Вот видите, здесь кнопочка Add Liquidity. Она по-другому немножечко делает, но если вы свои кровные денежки сюда принесли,
то вы будете зарабатывать вот эти самые 110 с лишним процентов годовых. Сейчас я вам еще покажу одну биржу. Вот здесь вообще умереть не встать. И если вы скажете, что это обман, нет. Видите? Соответственно, 1887,86% годовых. Это кажется невероятно. Я вам скажу, что это действительно невероятно. Вот такие проценты, когда 1000% годовых, они не продержатся долго. Вот когда они когда становятся такими аномально огромными, это держится сутки, двое, даже трое никогда не держится. Но если вы успеваете вскочить вот в этот вагон, то вот эти сутки на ту ликвидность, которую вы предоставляете, на те деньги, которые предоставляете, вы будете получать свою 1000% годовых. Я так делала, я получала. И, условно говоря, чтобы не быть голословной, давайте я вам покажу буквально пару своих пулов. Вот здесь есть такой аналитический сервис Revert Finance. Здесь уже подключен мой кошелек. Вы можете видеть, что это мой кошелек. 84, видите, вот здесь вот в правом верхнем углу 84 F7. Чтобы не быть голословной, я вам покажу этот свой кошелек. Вот он, если вот так вот. Вот здесь вот видите, вот здесь вот на это самое, на нем сейчас всего $6000, да, вот если вы видите вверху, слева вверху 84 F7, это мой кошелек, чтобы вы понимали, что я не придумываю, не взяла чей-то еще кошелек, это мой кошелек, это моя реальная открытая позиция. Давайте ее посмотрим. Я вот сюда как раз внесла ликвидность буквально, я не знаю, может, полчаса назад. Просто у меня выбило из диапазона, я внесла сюда ликвидность. Давайте мы расширим, сделаем expand и посмотрим, сколько на данный момент. Вот видите, вот биржа, что нам гарантирует 110. Это в моменте. А фактически я со своей позиции сейчас получаю 158,25% годовых. И это факт. Так оно и есть. Вот я сейчас, совсем немножечко, если я провалюсь, чтобы вы опять же понимали, что это моя позиция. Давайте я вам покажу свой пул, view position. Вот мой кошелек здесь. Вот она моя позиция, чтобы вы понимали. Здесь, соответственно, видите, не собранных 3,35. Я полчаса назад внесла, буквально. И здесь, чтобы вы посмотрели, вот я вам сейчас покажу, сколько не собранных этих fees, комиссий, где они у меня, uncollected fees, total, вот они здесь где-то, вот, pool, P&L, вот, collected fees ничего, а вот uncollected fees здесь, total fees USDC, вот тут вот они указаны, или вот другой условный, да, вот это тоже самое, та же аналитика и вот та же моя ликвидность, профайл. Вот они, физ мои не собраны. Чтобы вы понимали, что сколько реально зарабатывать. Здесь мы пока ничего не видим, потому что она моя позиция, вот она буквально только что открыта. Это выставленные мной диапазоны. В этих диапазонах, если торгуется эфир, то я получаю денежки. А вот здесь вы видите, сколько я зарабатываю в процентах буквально. И это факт. Вот таким вот образом я, по сути, зарабатываю денежки на пулах ликвидности. Я являюсь провайдером ликвидности, поставщиком ликвидности. Сложно этому научиться? Если знать, чему учиться, то нет. Я потратила на это долгих 3 года, пока я к этому пришла. И год я это изучала. И по сути я только наверное, в ноябре прошлого года уже четко, хорошо, правильно, грамотно стала размещать ликвидность. Что я размещала, вот вы видели то количество бирж, сейчас я вам еще раз покажу, Так, где у меня тут вот эти вот они биржи, вот они дексы.
Видите, тут их какое количество? Тут даже страшно. Вот Uniswap, вот я по этой, вот эти, вот это вот все видят. Вот вы себе даже представить не можете, я ну не на большинстве, на многих из них я размещала ликвидность и методом проб и ошибок, ошибка в данном случае это не то, чтобы я потеряла деньги. Нет, это вот тот случай, когда вы деньги зарабатываете каждый день. Я вам сейчас покажу. Каждый день, каждую минуту. Ну вот она позиция, вот она, видите. Тут было вот сколько-то насобиралось этих. Вот я зайду через чуть-чуть. Было только 3, а сейчас уже, вот я с вами поговорила минуточку, уже там еще 40 центов набежало. Вот эти доллары, они бегут постоянно. Постоянно, постоянно, постоянно. Они бегут постоянно. И здесь они постоянно бегут, и здесь они постоянно бегут, и они везде бегут постоянно. И вот. Здесь дело не в том, что я проб и ошибок, и я теряла деньги. Нет, тут их потерять невозможно. Вот вы предоставили, причем, да, деньги, когда вы представляете на биржу, вы не на биржу их предоставляете, вы их размещаете, они у вас размещены в блокчейне. А в блокчейне деньги всегда остаются вашими. Вы в любой момент, если вдруг биржа исчезнет, вам вообще все равно. Вы заходите в блокчейн и достаете оттуда свои денежки. Я так уже делала. Я однажды зашла, нет, там ошибка 404. Думаю, мама дорогая, надо доставать. Ну, надо сказать, что, ну, забегая вперед, да, спойлер, это было, биржа не соскамилась, это был просто баг какой-то, вот, ну, случайно так получилось. Но я не могла этим не воспользоваться. Я, естественно, воспользовалась таким информационным поводом и забрала деньги прямо из блокчейна, из другого интерфейса. На бирже была ошибка 404. Это видео, как я забирала, на моем телеграм-канале. Если вы полистаете вот туда вот вперед, где-то это, наверное, пару недель назад было, отлистайте туда. У меня видео, простите, ну прям в кровати записанное, потому что я не могла не воспользоваться этой ситуацией и не вынуть деньги при 404 ошибке на бирже. Чтобы еще раз себе, вам, друзьям доказать, что здесь нечего бояться, вы их всегда достанете. То есть это безопасно. Вот, я вам показала проценты, я вам показала, что эти деньги бегут каждый день, их каждый день можно снимать, вынимать, покупать на них хлебушек. Как их вынимается, очень легко. Соответственно, вы их просто выводите на свой кошелек, и из кошелька потом через биржу на свою банковскую карточку в доллары, в рубли, без разницы, в зависимости от того, какая у вас банковская карта, где вы находитесь. В России, значит, через централизованные биржи в рублях выводите на карту и идете себе покупаете мороженое. Например, если вы находитесь где-то в других местах, в Европе или в Америке, ну, вы выводите себе на еврокарты или на долларовые карты. То есть эти деньги можно выводить каждый день. И как вы видите, я вам не случайно показала свое начало. Я начинала с 500 рублей, с 5 долларов. И сейчас у меня не атомные деньги. У меня там всего там где-то порядка 10 тысяч крутится в DeFi. Это не бог весть. Если бы у меня было, например, хотя бы там 1100, я бы, в общем, уже только и жила, потому что 100% годовых я спокойно сделаю, а это значит, что, ну, если в долларах посчитать, там это 7-8 тысяч долларов в месяц, на них, поверьте, можно прожить в Америке. Я сейчас именно здесь живу. Вот. А, ну, у меня нет этих денег, поэтому я работаю, я зарабатываю, я в том числе преподаю, я учу других. И чему же я учу? Обучать можно много чему. Я сама училась чему-нибудь и как-нибудь. Я училась в разных школах, поверьте. Училась по несколько месяцев. В результате школ много хороших, очень хороших. Я просто их знаю, ну, немного хороших, но парочка найдется неплохих школ и неплохих учителей, которых я знаю. Ну, вот я их наблюдаю, но это всегда какие-то глобальные стратегии. Вот если вас учат крипте, то учат долго. Вот я сама училась там в школе там 3 месяца, потом еще же. И вот все эти программы, они там 3 месяца, полгода, еще чего-то. Вы уже замучаетесь проходить эти программы. И в результате, когда я все это там что-то тут отучилась, здесь отучилась, я в результате отобрала для себя, я вам не случайно сказала, что я в каких только биржах, в каких только протоколах я не размещала ликвидность, но по факту я нашла тот
самый доходный вариант, который работает сейчас, в моменте времени, когда бычий рынок. Ну, рынок поменяется, потом будет медвежий, мы поменяем стратегию. Но прямо сейчас работает эта стратегия. И эта стратегия приносит больше 100% годовых. И именно сейчас на этом бычьем рынке ее нельзя упускать. Именно сейчас приходятся самые большие доходности и самые большие обороты. Даже когда вот сейчас эфир упал, мне говорят: Оля, сейчас мы все выходим по нижней границе, у меня количество долларов как бы уменьшилось. Ну, теоретически, да. Ну, вот если смотреть, например, в какой-то вот, взять, например, там месяц назад и сейчас, они взяли и чуть-чуть уменьшились. Но сейчас идет основная фаза бычьего рынка. Дальше эфир поднимается, это мало того, что возвращается. Если, например, вести учет именно в криптовалюте, то, например, я тут за 3 месяца целый эфир заработал. А эфир, это он вот сейчас стоит там 2000 какие-то несчастные долларов. А в нормальном режиме сейчас, вот он буквально там недели 3 назад был почти 4. И это, я вам говорю, это на на тех 6000, которые крутятся вот в этих пулах. То есть, по сути, очень, больше, чем 100% годовых. 100% годовых в долларах – это минимум, который можно зарабатывать. Если вам это интересно, и то, что делаю я на обучении, я делаю очень короткий практический курс, где за буквально 2 дня, и третье у нас занятие, оно разбор ваших ошибок и так далее, ошибок, не ошибок, но это система вопросов и ответов. Но за 2 дня я буквально с нуля новичков обучаю, что такое криптовалюта, как купить криптовалюту, как зарегистрироваться на централизованных биржах, как ее купить, как загрузить кошелек так, чтобы ваши деньги никто никогда не украл, даже если все биржи на свете обанкротятся, да, как завести себе кошелек, где вы будете хранить, как с этим кошельком работать на децентрализованных биржах, чтобы получать 100% годовых. По сути, это порядка 6 часов напряженной работы, разбитые на 2 дня основной работы и еще там пару часов вопросы и ответы. И вот за этот жесткий интенсив вы буквально через неделю начинаете зарабатывать 100% годовых в долларах. Если вам это интересно, то, пожалуйста, подключайтесь к моему онлайн-тренингу, онлайн-практикуму «Деньги каждый день». Мы каждый день зарабатываем деньги. Это, еще раз говорю, я не говорю об инвестициях, это вообще не моя работа. Я не финансовый консультант вообще ни разу. Вы сами для себя это сможете сделать. Я показываю вам лишь теорию и практику. Я даю вам то, без чего невозможно двигаться дальше. Монеты выбираете вы сами, я покажу, как это делается и так далее. То есть у нас впереди, и этот курс стартует буквально уже через несколько дней. Я жду вас всех на моем онлайн-обучении. И я очень надеюсь, что вы тоже, так же, как и я, начнете зарабатывать от 100% годовых в чистых долларах. До встречи!